Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Я рада встрече с вами сегодня. Я припозднилась с ужином, поэтому я решила сделать такой легкий перекус. Легкий, быстрый перекус из куриного мяса в слоеном тесте. Это можно назвать как... Даже не знаю, как назвать, но это будет очень вкусно, очень сытно, и поэтому давайте приступим. Для этого мне понадобится куриное мясо. Можно брать филе, но я взяла вот бедро, мясо бедра куриного. Оно просто получается вкуснее. Вот. Соль, перец, копченую паприку. В слоеное тесто я буду резать помидоры, соленые огурцы собственного приготовления, сама засаливала, лук, ну и тесто слоеное, которое я заранее готовлю, кладу в морозилку и потом потихоньку вытаскиваю, когда мне это нужно. Так, приступаем. Для начала мы мясо куриное порежем на кусочки. Вот на такие я буду резать кусочки, чтобы потом можно было нанизать на шпажки. Вот, видите? Все лишнее я отрезала, все, что не надо было мне. Я все отрезала, кости убрала. Теперь я вот такими вот так я буду их на шпажки надевать. Вот. Я порезала. Теперь я солю его. 1 чайную ложечку, я думаю, будет достаточно. Сильно, чтобы не пересолить, потому что у нас же будет соленый огурчик еще. Вот. Чайную ложечку копченой паприки. И пол чайной ложечки черного перца. Можно добавлять любые приправы, любые, вот кто что любит. Просто у нас чуть-чуть к этому относится равнодушно, поэтому я буду добавлять минимум приправ, чтобы чувствовался вкус мяса, как мои дети говорят. Вот. Это яйцо я приготовила для того, чтобы смазывать тесто. Это откладываем в сторону. Так, огурцы я режу тонкими пластиками, вот таким образом. Режем помидоры. Тоже вот такими тоненькими пластиками. Лук мы режем четвертинками и чуть-чуть помнем его. Это даже блюдо мне назовешь, это такой легкий перекус. Но времени, затраченного времени совершенно не жалко для того, чтобы попробовать такую вкуснятину. Вот он лук, я его чуть-чуть помяла, оставляю его на досочке своей и убираю в сторонку. Все, у меня все готово. Теперь я начну их делать. Я беру свое тесто, которое я заранее готовлю. Как-нибудь я сниму видео. Каждый раз хочу показать вам, как я это делаю. Ну, что-то забывается. Вот видите, как оно у меня. Я его вот так складываю в пакетики и в морозилочку. И на всякий случай у меня всегда есть тесто слоеное бездрожжевое, которое быстро можно приготовить и сделать из него что угодно. Я сегодня буду делать эти, можно сказать,
шашлычки в слоеном тесте. Ну, оставшееся тесто, чтобы не замораживать снова, я сделаю язычки. Это вот как в советское время по 9 копеек были язычки, такие вкусные, слоеные. Я сделаю язычки. Я думаю, что вот такого размера мне хватит, квадратик. Это я уберу пока. Вот. А это я буду раскатывать. Вот таким образом я его буду раскатывать. Так, вот такого размера я его сделала, раскатала. Теперь я его порежу. Порежу пополам вот так в длину. Вот. И порежу еще вот так. Вот эти на 3 части. Так, ровно. Вот. Я еще чуть-чуть подкатала. Подкатала вот. Теперь я выкладываю огурчики. Вот. Вот таким образом. Затем кладу помидорчики. Я беру мясо и вот таким образом я нанизываю на шпажку. Вот. Шпажка у нас длинная, и мяска будет достаточно. Вот. И вот так я его кладу. Вот. Сверху я посыпаю луком. И хорошо залепляю концы. Вот таким образом. Очень хорошо залепляю. Вот. Ну, вот как шкурку. Кончики я вот так закрепляю, чтобы у меня сок не вытекал. Вот. Вот у нас что получается. Вот так мы его положим. И у нас ничего не вытекет, ничего не стекет. Я вот так пергаментной бумагой настелила свой противень. И вот так буду складывать на него вот этот, непонятно донер, непонятно шашлык, но в слоеном тесте. Вот такие у меня получились колбаски. Я их хорошо, красиво смажу яйцом, чтобы у нас были они такие аппетитного вида. И так вкусные будут. Вот такая красота у нас получилась. Сейчас мы ее ставим в духовку, заранее нагретую до 180 градусов. Просто у меня такая духовка 180 градусов, это как дежурная температура у меня. И будем ждать до появления золотистой красивой корочки. Ну, это пройдет примерно минут 20-25. Вот я вытащила из духовки свое произведение искусства. Вот такое у нас получилось. Вот оно. Смотрите, вот. И когда вы вот так будете надламывать его, вот смотрите, у нас там корочка, вот этот сок весь, вот он стекает, тесто пропиталось,
такая вкуснятина получилась.